Никола Тесла верил, что Вселенной управляют законы, которые человечество еще не осознало. Он утверждал, что каждое явление, каждое существо и даже человеческое сознание подчиняются строгим энергетическим принципам. Его исследования показывали, что энергия не исчезает, а лишь меняет форму. Если это справедливо для физических процессов, то почему не применимо к сознанию человека? Может ли наша душа, как электромагнитная волна, продолжать существование в ином состоянии? Тесла пришел к поразительным выводам. Он считал, что после смерти сознание не исчезает, а переходит в новую форму бытия, связанную с электромагнитными процессами. Именно эта теория объясняет, почему некоторые люди ощущают присутствие ушедших, почему случаются феномены внетелесного существования и информационных всплесков. Энергетическая природа сознания и невидимые поля. В своих заметках Тесла часто упоминал концепцию информационных полей, которые могли хранить память, мысли и даже эмоции человека. Он писал, что каждый человек является источником электромагнитного излучения, которое не исчезает даже после смерти тела. Эта гипотеза основана на строгих законах физики. Если радиоволны, посланные десятки лет назад, все еще можно поймать, то почему сознание, будучи сложной электромагнитной системой, должно исчезать? По расчетам Теслы, человеческий мозг не просто генератор мыслей, а передатчик и преемник энергии. Он взаимодействует с окружающим пространством, записывая информацию в невидимые энергетические структуры. После смерти тело перестает функционировать, но энергетическая часть сознания продолжает существовать, выходя за пределы физической оболочки. Эти идеи находят подтверждение в современной квантовой физике. Некоторые ученые считают, что информация о сознании не может исчезнуть, а лишь рассеивается в окружающем поле Вселенной. Возможно, Тесла интуитивно понял это еще в начале XX века. Законы вибраций и частот — механизм перехода. Тесла утверждал, что Вселенной управляют вибрации. Его знаменитая фраза: «Если вы хотите понять тайны Вселенной, думайте в терминах энергии, частот и вибраций». Он считал, что у каждого объекта есть свой уникальный вибрационный код. В том числе и у человека. Это не просто метафора, в своих исследованиях он зафиксировал, что различные частоты могут влиять на сознание, изменять восприятие и даже вызывать аномальные состояния. Тесла предполагал, что момент смерти — это не конец, а переход на другую частоту существования. В своих работах он писал, что если можно перенастроить преемник на другую частоту, то почему нельзя перенастроить и сознание? Он проводил опыты, в которых определенные частотные колебания вызывали у людей странные ощущения, ощущение выхода из тела, чувство связи с невидимыми структурами, даже визуальные и слуховые галлюцинации. Возможно, это был ключ к пониманию того, что происходит с сознанием после смерти. Если мозг действительно передает информацию через электромагнитные волны, как считал Тесла, то его смерть — это лишь переход на новый уровень вибрации, который человек пока не способен осознать. Может ли душа быть частью электромагнитного поля? Тесла был убежден, что сознание не является просто биохимическим процессом. В своих письмах он говорил, что ум — это не орган, а механизм взаимодействия с более сложной системой. Но если душа — это форма энергии, то где она находится после смерти? Тесла предлагал парадоксальный, но логичный ответ. Если информация не исчезает, то она должна где-то храниться. Возможно, наши мысли, воспоминания, эмоции после смерти перезаписываются в более сложную структуру. Он называл ее «космическое поле разума». Эта идея напоминает современные теории о ноосфере, информационном поле и даже гипотезу о параллельных вселенных. Вполне возможно, что Тесла предвосхитил современные открытия в области квантовой механики и сознания. Вывод, что мы узнали из тайных записей Теслы?
Тесла верил, что сознание не исчезает после смерти. Его исследования показывали, что человеческий мозг работает как передатчик информации, а его сигналы могут продолжать существовать за пределами физического тела. Он утверждал, что после смерти сознание переходит на другую частоту, становясь частью электромагнитного поля Вселенной. Это объясняет многие паранормальные явления и может быть ключом к пониманию загробной жизни. Что писал Тесла о душе и сознании? Никола Тесла всегда оставался человеком науки. Его исследования охватывали электричество, вибрации, частоты, электромагнитные поля, и он неизменно подчеркивал, что энергия — это основа всего. Но что, если Тесла пытался понять не только физические явления, но и саму природу сознания? В тайных записях, которые не были опубликованы при его жизни, можно встретить поразительные размышления о душе, разуме и законах мироздания. Он писал, что человеческий мозг — это не просто орган, а нечто гораздо более сложное. По его мнению, сознание может существовать независимо от тела, а после смерти оно не исчезает, а переходит в другое состояние. Но как объяснить это с научной точки зрения? Почему ученый, посвятивший жизнь физике, заговорил о душе? Какие эксперименты привели его к таким выводам? В чем была его главная теория? Тесла был убежден, что мир подчиняется строгим законам энергии. Любое явление, будь то электричество, свет или даже мысли, можно объяснить через физические принципы. Если энергия не исчезает, а только трансформируется, то почему сознание должно пропадать после смерти тела? В своих заметках он писал: человеческое сознание — это форма энергетического поля. Оно не ограничено физическим мозгом. Оно существует в пространстве, а тело — лишь инструмент для взаимодействия с этим миром. Эта мысль перекликается с современными теориями о квантовой природе сознания. Некоторые физики считают, что мозг — это биологический передатчик, принимающий и передающий сигналы, которые исходят из более сложной структуры реальности. Тесла предполагал, что сознание работает подобно радиоволнам. Оно может передаваться, записываться, сохраняться. Он утверждал, что, возможно, после смерти тело прекращает работать как преемник, но сам сигнал продолжает существовать в другой форме. Он задавался вопросом: если мы можем поймать радиоволны, отправленные сотни лет назад, почему мы не можем уловить сознание, существующее за пределами физической оболочки? Почему Тесла связывал электричество и человеческое сознание? В своих записях он упоминал, что мозг человека вырабатывает электрические импульсы. Каждый сигнал, каждая мысль — это электрическая активность нейронов. Но эти импульсы не остаются только внутри мозга. Он верил, что сознание излучает частоты, взаимодействует с окружающим пространством и записывает информацию в невидимую энергетическую среду. Если это так, значит, после смерти сознание может переключаться на новый уровень вибраций, а не исчезать бесследно. Тесла также говорил о том, что существует резонанс между человеческим сознанием и Вселенной. Он считал, что, возможно, у нас есть способность подключаться к глобальному информационному полю. Это объяснило бы феномены озарений, интуиции и даже воспоминаний о прошлых жизнях. Он проводил эксперименты, в которых изучал влияние электромагнитных полей на восприятие человека. Некоторые частоты вызывали у людей необычные состояния сознания, ощущение выхода из тела, чувство связи с другими измерениями, появление неожиданных мыслей и даже ощущение разговора с чем-то за пределами материального мира. Если сознание действительно связано с электромагнитной активностью, это может означать, что оно не привязано к телу. После смерти тело разрушается, но информационное поле продолжает существовать. Какие опыты он проводил, изучая природу энергии души? Тесла был не просто теоретиком. Он пытался доказать свои гипотезы экспериментально. В своих дневниках он описывает несколько опытов, которые могли бы подтвердить его идеи.
Исследование электрической активности мозга. Тесла утверждал, что сознание — это не просто набор мыслей, а нечто, способное существовать вне тела. Он изучал работу мозга во время сна, в моменты медитации и в измененных состояниях сознания. Он замечал, что в эти моменты электрические сигналы мозга меняются, становясь более синхронными с окружающей средой. Эксперименты с электромагнитными волнами. Тесла пытался понять, как сознание взаимодействует с электромагнитным полем Земли. Он создавал устройства, которые могли фиксировать слабые энергетические импульсы вокруг человека. В некоторых случаях он обнаруживал аномалии, неизвестные частотные колебания, появлявшиеся в моменты эмоционального возбуждения или осознанных переживаний. Работа с резонансными частотами. Тесла проводил опыты, в которых изучал влияние определенных частот на восприятие реальности. Он обнаружил, что некоторые колебания могут изменять состояние сознания, делая его более восприимчивым к информации, которую обычный разум не замечает. Он предполагал, что после смерти тело сознание переходит на новую частоту существования. Возможно, в этот момент человек начинает видеть тонкие миры или ощущать себя частью другой реальности. Вывод, что Тесла понял о душе? Тесла был убежден, что сознание — это не просто работа мозга, а форма энергии, которая не исчезает после смерти. Он считал, что после физической гибели тело перестает функционировать, но сознание переходит на другую вибрацию, продолжая существовать в виде электромагнитного поля. Он писал, что, возможно, существует некое информационное пространство, где сохраняется память, эмоции и личность человека. Возможно, это и есть то, что мы называем загробной жизнью. Но почему эти идеи так и не были опубликованы? Кому было выгодно скрывать открытие Теслы? Почему наука и религия столкнулись в борьбе за его труды? В следующем разделе мы разберем, почему эти записи боялись придавать огласке. Энергия, электричество и бессмертие сознания. Почему эти записи боялись публиковать? Никола Тесла был не просто ученым, а человеком, который понимал законы мироздания на глубинном уровне. Его работы выходили далеко за пределы привычной физики. Он считал, что сознание человека — это не просто биохимические процессы, а форма энергии, которая подчиняется законам Вселенной. Но если сознание — это энергия, то что с ним происходит после смерти тела? Может ли оно сохраняться, трансформироваться, передаваться в другие измерения, подобно радиоволнам? Эти вопросы, казалось бы, больше подходили для философов, но Тесла пытался найти научные ответы. Он утверждал, что наша душа, как и любое энергетическое поле, не исчезает после смерти, а меняет форму. Более того, он был уверен, что существует способ взаимодействовать с этим полем. Возможно, именно поэтому его работы оказались под запретом. Мог ли Тесла доказать, что душа — это форма энергии? Тесла был убежден, что все во Вселенной подчиняется принципу энергетического сохранения. Он писал, что если любой вид энергии может превращаться в другой, то это должно относиться и к сознанию. Если энергия не исчезает, а только переходит из одной формы в другую, то и сознание человека не может просто исчезнуть. Оно продолжает существование в иной форме. Согласно его теориям, мозг работает как электромагнитный передатчик. Он не просто генерирует мысли, а отправляет сигналы в окружающее пространство. Если радиоволны могут путешествовать на огромные расстояния, не исчезая, то почему сознание не может делать то же самое? Эта гипотеза подтверждается современными исследованиями в области квантовой механики. Сегодня ученые уже признают, что информация не исчезает, а лишь переходит в новое состояние. Тесла предполагал, что после смерти тело перестает быть преемником, но сознание продолжает существовать в виде энергетической структуры. Это объясняет многие феномены: осознание клинической смерти, внезапные вспышки воспоминаний, феномен дежавю.
Тесла говорил, что вся Вселенная состоит из вибраций. Его знаменитая фраза: «Если вы хотите понять законы Вселенной, думайте в терминах энергии, частоты и вибраций». Он был уверен, что сознание также обладает частотой, которая меняется при переходе из одного состояния в другое. В своих опытах он исследовал, как разные вибрации могут воздействовать на человека. Частоты изменяют восприятие. Тесла заметил, что при определенных вибрациях люди начинают ощущать выход из тела, связь с чем-то невидимым, изменение восприятия времени. Сознание может настраиваться на разные волны. Как радиоприемник может переключаться между частотами, так и человеческий разум способен изменять состояние, переходя в другие уровни реальности. Смерть — это не конец, а переход. Он предполагал, что в момент смерти сознание переходит на новую частоту, которая недоступна обычному человеческому восприятию. Это объясняет феномены предсмертного опыта, случаи, когда люди видели туннель света или слышали голоса. Возможно, они просто воспринимали новую реальность, в которую переходило их сознание. Когда Тесла представлял миру новые открытия, он всегда сталкивался с противодействием. Его теории о беспроводной передаче энергии и использовании свободного электричества были опасны для тех, кто контролировал энергетические ресурсы. Но его исследования сознания и души были еще более скандальными. Эти идеи затрагивали сразу несколько сфер. Религия. Церковь не могла принять идею, что сознание можно объяснить с точки зрения науки. Если бы Тесла доказал, что душа — это нечто измеримое, это поставило бы под сомнение многие религиозные догматы. Наука. Современники Теслы боялись его идей. В 20 веке господствовал материализм, все, что нельзя было измерить, считалось ненаучным. Тесла же говорил о вещах, которые наука того времени не могла объяснить. Государственные структуры. Если сознание можно исследовать, значит, его можно контролировать. Его открытия могли бы дать ключ к манипуляции мышлением, сохранению информации, взаимодействию с другими формами разума. Возможно, именно поэтому его труды были засекречены. Тесла верил, что в будущем человечество осознает истинную природу сознания. Он был убежден, что существуют технологии, которые позволят изучить и даже зафиксировать энергию души. Он считал, что сознание не исчезает, а переходит в другое состояние. Он связывал этот процесс с законами электромагнетизма и вибрации. Он утверждал, что после смерти человек не исчезает, а становится частью единого энергетического поля Вселенной. Никола Тесла был уверен, что сознание — это не просто биологический процесс, а форма энергии, которая не исчезает после смерти. Его исследования показали, что человеческий разум функционирует как электромагнитный передатчик, а смерть — это лишь переход на новую частоту. Эти идеи могли перевернуть представление о жизни и смерти, но его труды засекретили. Современная наука только сейчас начинает подтверждать теории Теслы, но готово ли человечество принять эту истину?